Всем привет! Был у меня на канале ролик про фрезеровку стали скоростным шпинделем. Шпиндель у меня воздушное охлаждение 2,2 кВт, 24 тысячи оборотов в минуту. Основная идея, что фрезеровать нужно на больших оборотах с высокой подачей, но с малым углом контакта фрезы и заготовки. И желательно на всю глубину режущей кромки. Но бывают ситуации, когда нужно обработать и выровнять плоскость или фрезеровать нужно не глубоко. Фрезеровать кончиком фрезы нерационально, так как он быстро изнашивается. Выход из ситуации — это фрезы со сменными пластинами. Но я раньше думал, что они для более мощных и менее оборотистых шпинделей, так как диаметр у фрез большой и обороты нужны низкие. И вот как-то на AliExpress увидел, что такие фрезы есть даже с одной пластиной и диаметром 10 мм. Такую мой шпиндель должен потянуть. Сразу решил проверить. Расточной токарный резец как раз диаметром 10 мм. Алюминий режет хорошо, но вылет инструмента большой. И я решил сам сделать державку под обычные токарные пластины с углом 80 градусов. Сама пластина стоит раз в 10 дешевле фрезы, и ее можно переворачивать, когда одна сторона отработала. Пластину я буду ориентировать так, чтобы одна грань была параллельно оси шпинделя. Так можно будет обрабатывать не только плоскости, но и неглубокие карманы. Вот модель державки. Место под пластину, угол 80 градусов, отверстие для винта крепления пластины. Фреза не может зайти в острый внутренний угол, поэтому в углу есть глухое отверстие. Заготовка диаметром 18 мм. Для жесткости проточил в диаметр не всю заготовку, а только место под фрезеровку. Фреза 4-зубая 4 мм. Сам процесс особо не виден. Режется сторона, которая к стенке, и подлезть проблематично. Съем материала на всякий случай небольшой, всего десятка. Подача 1000 мм в минуту, обороты 9000. Но можно было и поагрессивнее. Пластина еще не лезет. Винт с резьбой М2,5. Его еще укоротить надо.
Первый блин комом. Вот такая побитая фреза получилась. Это следы от кулачков, зажимал ее в патрон с другой стороны и случайно надавил осью сверху. Но по алюминию можно попробовать. Попробовал я разные скорости подачи. Режущая кромка всего одна. 3 метра в минуту для нее много. И 2 много. 1500 мм на 15 тысяч оборотов самое то. Но это именно для этого сплава алюминия. Вроде бы МГ5. Нужно делать вторую версию фрезы. Нашел заготовку потоньше, поэтому проточил сразу всю длину. Здесь уже пластинка так не выпирает. Теперь можно попробовать ее по стали. Поставил другую пластинку. Скорость срезания для нее от 80 до 180 метров в минуту. Берем максимальную. Для фрезы 10 мм получается примерно 6000 оборотов на шпинделе. Должен потянуть. Чем меньше у фрезы режущих кромок, тем легче шпинделю. Правда, и подача будет меньше. Съем 0,2 мм. — 0,3 мм. В принципе, можно и больше. Подачу тоже можно увеличить. Качество меня устраивает. На пластине пока следов нет, хотя что и сделается за 2 прохода. Сколько она проживет, пока неизвестно. Нужно что-то большое выравнивать. Время покажет. А для алюминия сделаем фрезу побольше на 2 пластины. Диаметр хвостовика 12 мм.
Обороты 7000, подача 700 мм в минуту. Пластина кривая, поэтому съем первого прохода 0,5 мм, а последнего 1,5 мм. Мне почему-то очень понравилось, как стружка прям струей вылетает, так что еще раз посмотрим. Поверхность прикольная получается. Из-за микробороздок даже свет на ней на разные цвета раскладывается. На просвет вроде бы есть какое-то занижение посередине прохода, но судя по щупу там меньше 200. Так что поверхность более-менее ровная. Ну и по дереву попробуем. А то я после того, как заехал своей 20-кой в струбцину, так новую не купил. Получается, уже и не буду. Фрезами нужно еще поработать, определить их оптимальные режимы. Подачу и съем материала, конечно, можно увеличить, но мне и таких режимов достаточно. Рабочее поле у меня небольшое и скорость обработки для меня не критична. Дольше фрезы менять, чем обработка идет. Так что если у вас шпиндель такого типа, как у меня, то можно смело покупать такие фрезы со сменными пластинами. Конечно, небольших диаметров. Кому было интересно, ставим лайки, подписываемся на канал. Спасибо всем за активность в комментариях под прошлым видео, в том числе и в виде смайликов. По электромотору будут еще ролики, но пока никак не дождусь контроллера. Всем пока.